Мы привыкли измерять футбол цифрами, стоимость составов в премьер-лиге, миллиардные сделки саудовцев и фаворитами Лиги чемпионов. Открывая же таблицу лиг, кажется, будто судьба трофеев прописана в банковских ведомостях еще до стартового свистка. Но в этом году в тихих лигах Европы случился тектонический сдвиг. Пока мир следил за трансферными сагами Лондона и Мадрида, теория вероятности разбилась об суровую реальность футбола. Это не просто серия удачных игр, а системный бунт. Место, где ожидание больших денег отступает, а вперед выходит интеллект, воля, аналитика и почти мистическая связь с корнями. Мы привыкли думать, что без большой поддержки и сильной команды гегемонию нельзя разрушить. Но это не безвыходность, ведь можно взять титул с долгом в 34 миллиона, играя на школьном стадионе. Можно найти будущую звезду в чемпионате Эстонии с помощью одного алгоритма. Можно вернуться домой после 19 лет изгнания и получить от этого больше силы, чем от любого трансфера за сотни миллионов. Сегодня мы рассмотрим 4 истории успеха, 4 удара по привычной картине мира. Возвращение королей спустя 34-40 лет, магия Агии Софии и алгоритмическая революция, от которой затряслись шотландские гранды. Добро пожаловать на канал! Сегодня разбираем главные сенсации вне топ-5 лиг. Норвежцы в этом сезоне удивляют. Бодø/Glimt дошел до 1/4 финала ЛЧ. И при просмотре матча в Лиссабоне, какое было мое удивление, что они не стали чемпионами. Но как? И почему другой клуб впервые за долгие годы выиграл лигу? Для Ставангера, нефтяной столицы Норвегии, футбол долгое время был историей о высокомерии. Викинг считал себя богатым клубом, где экономия не была ни целью, ни средством выживания. В итоге финал для клуба был жестоким. Наступил 2017 год, вылет из элиты, долги и угроза банкротства. Это была клиническая смерть клуба, который десятилетиями считался грандом Норвегии. Но именно там, в ледяной пустоте дна, они совершили то, на что редко решаются местные большие клубы, они сменили стратегию. Руководство в лице СЕО Эрика Бьорня и спортивного директора Эрика Невланда, легенды клуба, игравшего некогда за Манчестер Юнайтед, отказались от дорогих покупок и вернулись к локальным корням. Они решили строить команду на новой идентичности, именно то, что сделала вся Норвегия. Более детально смотри в выпуске в закрепе. Первым шагом стало быстрое возвращение в высший дивизион, и эта задача была поручена Бjarni Бернсену, популярной фигуре в клубе. Он занимал практически все возможные должности, от главного тренера до генерального и спортивного директора, начиная с 90-х. Бjarni взялся превратить команду, состоящую из неопытных выпускников академии, в машину для побед и обеспечил себе титул и повышение в классе, опередив соперников всего на 1 очко в последний день сезона. Бернсен также помог клубу стабилизировать ситуацию в элит-серии, приведя клуб к 5-му месту в 2019 году и даже выиграл Кубок Норвегии, но в конце сезона 2020 года руководство клуба решило, что необходим новый импульс. Клуб провел ключевые изменения. Во-первых, тренерский тандем вместо звезд. Вместо одного звездного наставника клуб доверился дуэту Мортену Йенсену и Бьярти Лунди Арсхейму. Тренеры поставили новую тактику с агрессивным использованием полупространств. Координация линий и диктовка ритма, даже против тех, кто сильнее, стала ключевой фишкой клуба. С другой стороны, сама структура клуба состоит из своих, что и позволило построить сплоченный коллектив. В основном мы местные ребята, многие из нас играли за клуб и многие из нас из этого региона, поэтому у всех нас есть эта любовь к клубу, которая лежит в основе всего, что мы делаем, говорит Невланд о тех, кто работает за кулисами. Во-вторых, символы новой эпохи. Златко Трипич вернулся в клуб в самый трудный час, стал капитаном и сердцем недавнего чемпионства с 11 голами и 16 ассистами. Другим важным игроком стал Джо Белл. Еще в 2020 году скауты нашли этого новозеландского полузащитника, которого сегодня эксперты называют метрономом команды, контролирующим центр поля и читающим игру на уровне топ-лиг. И Хенрик Фальхейнер – символ новой идентичности. Его нашли в низшем дивизионе за бесценок, и именно он забил важнейший золотой гол в ворота Фредрикстада, открывший финишную прямую к титулу. В-третьих, философия «Сила и любовь» Крафт Оккарликхит. За последние годы клуб развивает фокус на социальной работе. Центром внимания стал проект «Скалелофтит. Школьный подъем». Клуб пошел в школы к ученикам 5 и 6 классов по всему региону, еще с детства прививая верность в Викинг,
и создавая на стадионе атмосферу Хиксигрюда, ведьминого котла, для соперников. Фактически клуб еще с детства опережает конкурентов за таланты не только в спортивном, но и в фанатском плане. Кульминация изменений наступила в ноябре 2025 года. На выезде в Валеренге с разгромом 5-1 зафиксирована новая реальность – Викинг – чемпион Норвегии. Впервые за 34 года клуб снова зашел на трон лиги. Это срок, за который сменились поколения болельщиков, и наконец-то он обнулился. После того, как Викинг так сильно упал, а затем снова поднялся, словно корабль, брошенный на произвол судьбы в десятилетнем шторме, болельщики не намерены разделять спокойствие игроков. Они сошли с ума, и они должны быть сумасшедшими. Мы хотим, чтобы они были такими. Мы просто наслаждаемся этой ситуацией, с нетерпением ожидая того, что будет дальше, говорит Эрик Бьорна. Сегодня клуб снова борется за чемпионство. В апреле даже разгромили Будё. Клуб уже не банкрот, имеет плюсовой трансферный баланс и отличную клубную структуру. Они смогли доказать и воплотить в жизнь новую идентичность, изменить себя и построить новый грант Норвегии. Gratulerer med dagen, Viking! Gratulerer med dagen, Stavanger! Seriemester 2025! Nå! В Дании новый чемпион. И это не Мидтjylland и не Копенгаген, а команда, которая вылетала трижды в этом столетии. История успеха Орхуса в том, как порядок побеждает хаос, даже когда вокруг буквально рушатся стены. Перед началом сезона клуб оказался в самом сложном контексте, который только можно представить. Исторический стадион снесен, новая арена строится, а проект оброс долгом в 34 миллиона евро. Команда вынуждена играть на временном стадионе Вейлбю, скромной любительской площадке, которая больше подходит для школьных уроков физкультуры, чем для битвы за золото. Прошлый же сезон закончился катастрофой, 7 поражениями подряд. Казалось, Орхус окончательно превратился в середняка с финансовой дырой вместо бюджета, а про победу в чемпионате мечтать даже не думалось. Но руководство сделало интересный ход. На пост тренера пришел Якоб Поульсен, новатор, который сменил серый прагматизм на владение мячом. В условиях стройки и жесткой экономии Поульсен переизобрел тактику. Его секретным оружием стали инвертированные защитники Феликс Бейма и Эрик Каль. Номинальные игроки обороны стали главными плеймейкерами, создавая численный перегруз в центре поля и взламывая оборону соперников своим интеллектом. На покупку самих плеймейкеров в клубе буквально нет финансовых ресурсов, так что Поульсен пошел на смелый риск. Мозговым центром системы стал Кристиан Арнстад, который сделал 15 голевых действий в сезоне и тотально контролирует темп команды в нужные моменты. Также ключевыми игроками стали Тобиас Бех и Гифт Линкс. Они постоянно создают угрозу в атаке и регулярно отдают голевые передачи. С другой стороны, команда стала самой надежной в оборонительном плане, пропустив всего 23 мяча. Это стало возможным благодаря играющему тренеру Хенрику Дальсгарду, ранее выступавшему в Брентфорде. В тактической системе Орхуса интересно то, что часто оставался всего один номинальный центральный защитник – Дальсгард или Тин Кагер. Остальные игроки обороны были по своей сути крайними латералями, что позволяет растягивать оборону соперника и атаковать большинством. Секрет возрождения команды за последние десятилетия связан с назначением Якоба Нильсена на пост генерального директора в 2014 году. Ларс Фурнайс, председатель совета директоров клуба, заявил, что Нильсен был самым важным приобретением, которое сделал за время работы в АГФ. Умная кадровая политика Якоба и стратегия вне поля позволили команде добиться прогресса. Команда добиралась до финалов Кубка Дании в 2016 и 2024 годах. Клуб постепенно строился и шел к успеху. Третье место в лиге в 2020 и 2023 годах стали свидетельствами работы и помогли проложить путь к триумфу в этом сезоне. В мае 2026 года случилось то, во что не верили даже самые преданные фанаты. Победа над Брондбю поставила точку в 40-летнем ожидании титула. Председатель фанс-клуба Якоб Эмиль Бейкис описал чемпионство такими словами: «Я думаю, это одно из величайших празднований чемпионства, пожалуй, за все годы. Я думаю, это отличный фундамент для того, чтобы стать, возможно, еще более крупным клубом. Я не думаю, что мы попадем в Лигу чемпионов в следующем сезоне, но нам просто нужно хорошо поработать и сделать все возможное». Победа Орхуса в чемпионате является еще одним подтверждением конкурентоспособности скандинавского внутреннего футбола, вписываясь в более широкую тенденцию. Эта история
когда малоизвестные команды разрушают существующее положение вещей. В случае с датчанами десятилетний план реформ СЕА и Якоба Нильсена работает даже на стройплощадке, когда тактика диктует условия рынку, а не наоборот, а стены стадиона перестают иметь значение при смелой и волевой игре. В греческом футболе десятилетиями казалось, что сценарий каждого сезона написан заранее. Олимпиакос – это не просто клуб, это греческая Бавария. Больше всех титулов, безграничное влияние и привычка, что май всегда заканчивается красно-белым парадом в Пирее. Это был монолит, который считали неразрушимым. Но в последние 8 лет афинский клуб трижды переписал историю и показал, как шаг за шагом демонтировать чужую гегемонию. Но как афиняне разрушили доминирование Олимпиакоса? Футбольная общественность Греции долгие годы функционировала в условиях глубокого кризиса доверия из-за регулярных судейских и коррупционных скандалов. На противоположной стороне этой борьбы как раз находился Атлетический союз Константинополя, чья идентичность замешана на боли, с историей греческих беженцев из Константинополя, принудительно переселенных в Афины в 1924 году после завершения Греко-Турецкой войны. Афинский клуб, так же как и большинство из этого списка, не был явным грандом и также сильно упал вниз. К 2013 году клуб был банкротом и принудительно понижен в 3-й дивизион. В этот критический момент в правление принял Димитрис Мелисанидис, один из богатейших предпринимателей Греции и основатель нефтяной корпорации Igeron Oil. И он делает ход, не похожий на простое спонсорство. Владелец создал некоммерческую организацию «Союз друзей АЭК». Через нее аккумулировались ресурсы не на латание дыр, а на спасение и планомерного возрождения клуба. К сезону 17-18 «Орлы» восстановили силы и стали отрезвлением для системы. Клуб взял чемпионство впервые за 24 года, а главным аргументом была не яркая игра, а хирургическая дисциплина. Под руководством Манола Хименеса команда взяла титул, их оборона пропустила всего 12 голов за весь марафон и провела 19 сухих матчей. Это была первая трещина в фундаменте старого порядка. Гегемонию можно пробить правильной структурой и дисциплиной. Следующий удар был еще мощнее. В 23 году клуб обрел свой дом, новую арену в районе Нью-Филадельфия. Стены стадиона стали множителем силы. Архитектура арены, напоминающая стены Константинополя и музей беженцев внутри, превратили стадион в неприступную цитадель. Эмоциональный подъем совпал с тактической революцией Матиаса Альмейды. Последователь школы Бьелса внедрил удушающий персональный прессинг. Ключевой метрикой команды стал интенсивность прессинга, и этот показатель был выше, чем у любого клуба из топ-лиг Европы. Фактически каждый матч превращался в войну для соперника. Конкуренты ломались под давлением, пока «Орлы» доминировали в чемпионской группе и вырвали титул. Тот сезон вернул клуб домой и на вершину Олимпа. Этот же сезон окончательно закрепил желто-черных в статусе системного конкурента. После ухода владельца легенды Димитриса Мелисанидиса клуб возглавил Мариас Илиапудос, сохранив структуру управления, а на смену Альмейде пришел Марко Николич, который сделал игру более прагматичной, но заточенной на результат. Николич провел чистку состава, расставшись со звездами вроде Марсиаля, которые не вписывались в его модель, акцентируя игру на надежность обороны. С другой стороны, тренер сделал ставку на ключевых игроков, таких как Лука Йович. Серб стал главной угрозой воротам АЭК в этом сезоне. Его перемещение в штрафной и точная реализация моментов фактически даровали чемпионство. Лука забил 21 гол за клуб, а опытный капитан клуба Петрос Манталос своим присутствием зацементировал центр поля. Важно отметить и Абубакар Кейта. Мавританский вингер обладает отличной скоростью и способностью растягивать оборону соперника, вскрывая защитников для голов. И, конечно же, Домагой Вида, опытный хорватский защитник, знакомый по киевскому «Динамо». Эта команда уверенно шла к чемпионству, а в Лиге конференции пробилась до четвертьфинала. Кульминация и развязка сезона произошла в решающем матче против Панатинаикоса на 93-й минуте и стала настоящим триллером. «Орлы» уступали по ходу игры, но смогли переломить ход, а на 93-й минуте после идеальной передачи Луки Йовича победный гол забил Жоао Марио. Этот 14-й титул, отобранный у действующего чемпиона за 2 тура до конца, показал, что «Орлы» больше не разрушитель-одиночка. Они – новая доминирующая сила, построившая успех на фундаменте из данных, тактики и верности своим корням.
Четвертая история – самая обидная и интригующая, ведь Хартс за один сезон почти перервал дуополию премьершип. Шотландия – это территория футбольного абсолютизма, за 40 лет титул не покидал Глазго. Селтик и Рейнджерс превратили лигу в свое поле битвы, где бюджеты грандов в 6 раз превышают возможности остальных. Но Хартс не раз пробовал прерывать эту систему. Они делали это в 60-х, а последний, кто смог взять чемпионат кроме команд из Глазго, был Алекс Фергюсон с Абердином в 86 году. Путь к нынешнему восстанию сердец начался с глубочайшего кризиса. В 2005 году владельцем клуба стал литовский бизнесмен Владимир Романов, и он начал ослепительно. В 2006 году команда заняла второе место, пробилась в Лигу чемпионов и выиграла Кубок Шотландии. Однако вскоре амбиции владельца превратились в хаос, тренерская чехарда и массовая закупка игроков из Литвы, не соответствующих уровню лиги, разрушили структуру клуба. К 2013-му бордовые оказались в состоянии полного банкротства, под внешним управлением и с 15-очковым штрафом, что привело к вылету из элиты. Далее под руководством бизнес-леди Энн Бадж клуб стабилизировал финансы, и спасение пришло не от нового олигарха, а от самих фанатов. Был создан Foundation of Hearts, крупнейший в Британии проект владения клубом болельщиками через ежемесячные пожертвования, которое вернуло доверие города и выстроил прозрачную модель управления. Фанаты буквально выкупили свою команду из небытия, создав почву для будущих инноваций. В 2021 году бордовым удалось вернуться в элиту шотландского футбола с первой попытки, и именно поддержка города смогла восстановить статус клуба. Вплоть до 2025 года сердца занимали место прямо под лидерами, но финансы не позволяли выйти на конкуренцию. Летом 2025 года в Хартс пришла революция. Владелец Брайтона Тони Блум инвестировал в клуб почти 10 миллионов фунтов. Но главной ценностью сделки стал эксклюзивный доступ к системе Gemstone Analytic. В лиге, где доход Селтика имеет 144 миллиона фунтов, в 6 раз превышает бюджет Хартса, и данные стали единственным стратегическим рвом, позволяющим конкурировать с деньгами грандов. Алгоритмы компании ищут статистических двойников мировых звезд в лигах, которые игнорируются скаутами больших клубов, но важны и подходят именно для маленьких команд. Так были найдены лидеры нынешнего состава. Пьер Ландри Капаре, форвард из чемпионата Эстонии, забивший 22 гола в 20 матчах. Александрос Кайзер, вингер из Словакии, чья реальная эффективность была скрыта от глаз рынка. И Брага, нападающий из второго дивизиона Норвегии, купленный всего за 500 тысяч евро, ставший лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне и забивший 14 мячей. Кульминация этого сезона под руководством Дерека Макиннеса была больше, чем просто борьба за очки. Для Эдинбурга это был шанс закрыть старую рану 1986 года, когда Хартс упустили титул в последнем туре. И история повторилась. К последнему туру сердца возглавляли турнирную таблицу на протяжении 250 дней, в то время как Селтик не был на первом месте с сентября. Но в самом конце они обогнали команду Дерека Макиннеса, которая была убита горем, травмами и борьбой. Хартс буквально могли в первом же сезоне при новых владельцах сломать многолетнюю гегемонию и положить начало новой эре шотландского клубного футбола. К эпохе, основанной на грамотной трансферной политике, разумном использовании данных, а не на полностью контролируемой лигой. Attention please, could all spectators please leave the field of play and return to the stand? Could all spectators leave the field of play and return to the stands? Опыт Викинга, Афин, Орхуса и Хартса – это вызов нового футбола. Они показали для болельщиков 3 главных урока. Во-первых, инвестиции в данные и интеллект сегодня приносят больше успехов, чем покупка звезд. Во-вторых, тактика должна диктовать скаутинг, где система важнее личности. И в-третьих, культурная трансформация и связь с корнями – это единственный фундамент, который не даст клубу рухнуть в кризис. Эти клубы не просто выиграли свои матчи в каждом туре, они совершили системный прорыв и доказали, что в тихих лигах Европы прямо сейчас рождается будущее мирового футбола. Будущее, где разум бьет силу, а воля ломает гегемонов. Добро пожаловать в новую реальность футбола. Главный же вопрос – что будет, когда большие гранды смогут забрать, монополизировать и внедрить современные технологии маленьких клубов?